Русских слов не было бы, остался бы один мат. Удивительно, что после того, как я глотнул, вообще я до сих пор жив. Ноябрьск завален горами мусора. Привет, друзья, я Миша. Я Настя. И мы продолжаем кататься по Ямалу, как говорит статистика, самому богатому и благополучному региону России, и развенчивать этот миф. Возможно, кому-то Ямал и правда приносит миллионы, но обычные люди здесь живут, как и везде в России, с трудом. Сегодня мы с вами проедемся по городам Ноябрьск, Тарко-Сале и знаменитому Новому Уренгою. В Новый Уренгой меня заманил подписчик абсолютно дикой историей. Дикой. Его вместе с 3 детьми и женой выселяют из квартиры, которую он купил. Вместе с вами к нему заедем и разберемся в ситуации. Ну что, поехали? Ямал, узнаем, почему здесь счастливые люди живут. Угу. Поехали. Нам поступила тайная информация о том, что люди на Ямале такие счастливые, потому что здесь, на этой благословенной Богом земле, особая целебная водичка. Она течет прям из обычных кранов, и мы решили причаститься ей. Наберем себе бутылочку. Пойдемте зайдем, попросим местных жителей дать нам немного этой воды. Ой. Я прям чувствую, как она смоет все мои болезни, все мои тревоги. На моей душе останется только спокойствие и счастье. Так, куда пойдем? Пойдем сюда. Здрасте. Здрасте. Мы усталые путники, хотим немного воды набрать. У вас же есть водопровод? Можно? Есть, но мне кажется, это будет... Здрасте. Миша. Пустите? Видите, какие доброжелательные люди, просто говорят, заходи, первый раз меня видят и сразу пускают. Спасибо большое. Наберем бутылочку. Ну, для вас, мне кажется, это будет очень накладно, потому что, пить вы эту воду не сможете. Не сможем? Нет. Она не целебная? Она абсолютно не целебная, даже не приспособлена к употреблению. Так, а почему она такая мутная? Это точно не самогон, это вода? С крана самогон это очень удивительно. Ну как? Почему она пахнет, как у меня в деревенском туалете? Железом обогащенная вода слишком сильно. Так Это как Ессентуки, только северные. Рискнете? Не-не-не, я уже попил, у меня Нет. фильтра стоят. Может, вы рискнете? Вы же пить хотите. Друзья, что мне делать, скажите? То есть... Она очень странно пахнет, она пахнет реально как... Ну, не умрете, это точно. Да ладно, она просветлела. глоток-то можно. Она стала светлее. Ну все, газы ушли, потому что. Ну как? Как будто из унитаза хлебнул. Да? Да. Я могу вам унитаз показать. Пойдем, покажи, а что с ним не так? Ну, если вода бежит и, например, его не почистить, он выглядит вот так. Если не чистить его 2 раза в неделю. Что? Это от воды такой унитаз? Ну, конечно. Все, закрывай, все, пойдем отсюда. Нет, не Что, надо. возьмете воду с собой? Ну давай, будем врагам отдадим ее. Это мертвая вода. Вот я выпил глоточек, мне уже стало плохо, я хочу поскорее где-нибудь, ладно, короче. Но если серьезно, она, смотри, становится вообще темноватой какой-то. Это ржавая вода. Ну, типа того. Много железа в воде, потому что. Но как давно вот вы живете с такой водой? Всю жизнь? Ну, если честно, то да. Вам, наверное, лет 25, да? Мне так-то 35. Ну, спасибо за комплимент. То есть вы же не пьете ее, а как вы тогда? Что вы пьете? Ну, у нас есть родник недалеко от поселка. Ездим туда, набираем воду в резервуары, в определенные баклахи. В магазинах продается в 5-литровых бутылках вода. Я понял, почему здесь такие счастливые люди. Они много физических нагрузок испытывают, таская на себе 5-литровые, 10-литровые баклажки воды. Поэтому у них выделяется много эндорфина. В общем, ключ к счастью – это отсутствие водоснабжения. А если у вас еще нет канализации, то вы станете полубогом. Спасибо большое. Мы желаем, чтобы очистные сооружения принесли вам
хорошую воду, и вы смогли пить ее из-под крана и вообще разливать в бутылках, продавать в Москве. Жопа, конечно, полная. Вы и сами все видите, но не все потеряно. Есть вероятность, что в официально самом благополучном городе России, Новом Уренгое, все по-другому. Возможно, там ходят счастливые люди, улыбаются на улицах, а на деревьях растут пончики. Ну, почему бы и нет? Давайте поедем с вами в Новый Уренгой и узнаем. Там есть мой товарищ Петр, мой подписчик. Он мне написал как-то: приезжай в Новый Уренгой, я покажу тебе, как живу. Ну вот, навестим Петра заодно. Погнали! Добро пожаловать в самый благополучный город страны. Я, честно говорю, не знаю, как он получил такой титул, потому что наполовину город состоит из двухэтажных деревянных домов. Убогие, одно слово. Вот серьезно, убогие, очень-очень убогие. Они снаружи убого выглядят. Я не представляю, как они выглядят внутри, но мы сейчас зайдем в один из таких, потому что Петр, к которому я иду, как раз живет в двухэтажной деревяшке, как и половина города Новый Уренгой. Погнали посмотрим. Так, какая странная конструкция. Это входная дверь, как я понимаю, и почему-то она привязана на трос металлический, чтобы не украли. Ладно, не буду задавать лишних вопросов. Вау. Вот так это выглядит внутри. Ободранные стены, деревянный пол. Друзья, хочу сыграть с вами в небольшую игру. Попробуйте угадать, сколько этому дому лет. Как вы считаете? Подумали? Нажмите в углу экрана на кнопочку, там голосовалка, и выберите ваш вариант ответа. Как вы считаете, сколько ему лет? Этому дому всего лишь 30 лет. Ему 30 лет. Он выглядит как деревяшка из Мурманска, которую строили в начале 20 века, которой 100 с лишним лет. А этому дому 30. Я не знаю, как можно в 30 лет так плохо сохраниться. Ну, вот мне почти 30 лет. Мне кажется, я выгляжу получше, чем этот дом. Не знаю, давайте спросим у Петра, может он ответит, почему так вышло, что этот дом так плохо выглядит, ужасно просто. Ну, что это такое? Фу, ладно, пойдемте. Приобретали мы это жилье, все официально, все, документы, все есть, прописка, не прописка, регистрация, не регистрация. Приобрели мы жилье, подходит период, признают его аварийным. И сколько стоит такая квартира? Вот такую я брал за 2 800. 2 миллиона 800? Да, вот деревяшку я брал. 2 миллиона 800? Ну, это московские цены, реально не ожидал. Ну да, такие цены. По каким критериям признали ваш дом аварийным? Честно, даже никакого документа не показывали. По каким критериям, что они делали. Просто в ноябре звонок, хотя соседи уже начали переселяться. Я говорю, что, дали? Да, дают. Да, мне пока, говорю, никто ничего не звонил, я говорю, даже не суючусь. То есть вам вместо двухкомнатной квартиры площадью... 48 дают 35. Я говорю, я этого подписывать не буду. У меня 3 детей, я многодетный. Суть вопроса в чем? Почему собственнику не предоставляют то же самое, что изымается? Человек, который приобрел, скажем так, ну, потел, скажу по-русски, потому что приходилось и в тундре работать, и за полярным кругом, и по барабану. Никого это не интересовало, откуда эти деньги берутся. Теперь мне вот такую ситуацию ставят. Вот вам однокомнатная. Либо соглашайтесь, либо мы будем через суд решать вопрос. Тебе нравится жить в Новом Уренгое? Да. Да? А что тебе нравится? А что тебе нравится? Снег, что тебе нравится? Мне нравится, когда зима. Ведь мы же кричим, мы переселяем людей, мы делаем все. Ну где, я не вижу. Вот меня это коснулось, я этого не вижу. Что мы переселяем, мы делаем. Может, вы делаете для своих? Я имею в виду администрация, которая всем этим занимается. Но для людей я еще не видел. Я им задаю вопрос. 35 квадратов. Вы представляете себе, как с 3 детьми? Это пока только 2 дома. Сейчас 3-я школьница, она со школы должна скоро прийти. Вот как? Куда?
35 квадратов, это не значит, что 35 жилой, там 35 общее. Комната, там я не помню, 3 на 4,5, что ли, ну, 13 квадратов комната, куда 5 человек? Дебилизм, говорит, другого слова нету. Это. Они сами тут понапридумывали себе законов и теперь крутят, как им удобно. Смотришь новости, прям все так красиво, все как будто медом помазано везде. Общаешься с людьми, я мало довольных слышу. Вот в рейтингах городов России Новый Уренгой занимает первые места постоянно, как самый лучший город. Потому что господин Кобылкин отчитывается, что у него все красиво, все гладко, понимаете? И не все так гладко в этом Уренгое. Вот я работал, начиная с 2014 года, как развалили вот этот Стройгаз Консалтинг. Начал скитаться по предприятиям. В одно предприятие, да, зарплата такая, начинаешь работать половина. А где вторая половина? Ну, это как премия, не знаю, что, такие отмазки. То есть они, по закону, они ничего не нарушают. Вот вам договор, читайте внимательно, подписывайте. В договоре прописана цифра минимальный прожиточный минимум. Все. То, что они обязаны тебе платить, не ниже этого, они тебе в договоре прописали его. То, что твоя зарплата, там, например, что тебе обещали цифру в 50-60 тысяч, это сейчас, как бы, сейчас такие цифры озвучивают, и тебе не заплатили. Трудинспекция ничего сделать не может. Вы же договор подписывали. Я говорю, хорошо, я не подпишу этот договор, а скажу, напишите эту цифру в договоре. Как вы думаете, меня возьмут на работу? Какой работодатель будет с тобой вообще сотрудничать? А какая средняя зарплата вообще в Новом Уренгое? Ну, вот жена получает 30 тысяч. Я вот сейчас 45-50. Вот если бы вы, допустим, встретили сейчас Кобылкина, вот сидит он здесь вот, и что бы вы ему сказали? Русских слов не было бы, остался бы один мат. Петр, еще детей собираетесь заводить? Ну, даст Бог, конечно. Что. То есть вас не пугает то, что с квартирами происходит здесь, и с деньгами, и то, что вообще у нас в стране сейчас творится? Нет, а что это должно пугать? Ну, Дети, это же наше будущее. ну вот представьте, окажетесь вы впятером в 35-метровой квартире. Я думаю, Бог не допустит до этого. Ну а если вдруг? Ну, вдруг, значит, будем обивать пороги вышестоящих инстанций. Ведь как старец сказал, если Бог дал ребенка, значит, даст и на ребенка. Говорят, что здесь очень много горит этих старых деревяшек, и зачастую вместе с людьми. Правда ли это и где? И почему так? Ну вот здесь деревяшка горела, но она была уже расселена. Рядышком дом был расселен. Вот тут дом был тоже расселен, сгорел. То есть расселенные дома уже зачем-то поджигают. Для чего? А вот в этом доме нашли труп, хотя он был расселен, я не знаю. Через дорогу, видите, где ограждено. Вот тоже дом в марте горел. Так а почему их поджигают и почему они горят? Ну, это к властям вопросы. Они же тут распоряжаются сносом, вывозом мусора. Я так предполагаю, что из-за того, что мусора много, его легче спалить, чтобы было меньше возить. Все. Ну а люди вообще погибают иногда в таких пожарах? Же нерасселенные дома горят? Нерасселенных, ну да, были случаи. Ну а вы не боитесь то, что у вас тоже может случиться что-то нехорошее? Всевышнего. Если суждено, значит будет. Суждено, значит. Ладно. Ладно, Петр, я желаю удачи вам. Спасибо за интервью. И просто приятно видеть, что у вас такое веселое лицо, несмотря на то, что на улице минус 20 практически в мае, и что у вас такие с жильем некоторые проблемы. Спасибо большое, поеду дальше. Все решаемо, все делается. Удачи. Спасибо, вам тоже. But luckily I do believe in the man up top. I be feeling like there's trouble in every way I turn. Прошло всего 2 часа с тех пор, как мы набрали воды в Тарко-Сале. Вы помните, из обычного крана в бутылку. И я положил ее рядом с собой в машине. И вот сейчас захотел пить, потянулся. И что я увидел? Вы посмотрите на этот цвет. Это цвет Анапского моря в разгар сезона. Удивительно, что после того, как я глотнул, вообще я до сих пор жив. Жив? Жив. Надеюсь, до Москвы я тоже доберусь в целости и сохранности. И знаете, хочется пожелать большой удачи людям на Ямале, которые вынуждены пить вот эти саки каждый день, готовить на них еду, стирать в них вещи. Я считаю, такого не должно быть в России. Ну,
кто-то же пропускает такую воду в водопроводные краны. Какие-то службы санитарные, они должны за это отвечать, они должны брать пробы, ну и не допускать такого. Лучше снег топить, чем пить такую воду. Еще один супер благополучный город Ямало – Ноябрьск. Мы решили прокатиться по местным достопримечательностям и подошли к жителям, спросили, что у вас здесь посмотреть интересного. Как вы думаете, что они ответили? Свалка вот эта вот вокруг нашего дома, вот эти вот вся железо, торчащее отовсюду арматуры, это главная достопримечательность нашего поселка и, видимо, и города тоже. Да, печально вам живется. Ребят, так что сейчас вы увидите потрясный обзор ноябрьских мусорок и свалок. Погнали! Блин, здесь так давно не убирали мусор, что, мне кажется, можно узнать, что жители Ноябрьска ели на Новый год. Ноябрьск завален горами мусора. Его много. Очень много. Единственная свалка забита до отказа. Мусорная гора на ней уже расползлась на окрестный лесок и грозит сожрать железнодорожную линию неподалеку. Есть новая свалка. По документам она еще не открыта, но на нее уже свозят мусор. Типичная для России история. Почему-то пока только автопокрышки, фиг знает почему. Возможно, к Майдану готовятся. Знаете, на что похож город из-за всего этого? На Индию. Люди в Индии тоже живут в кучах мусора вместе со стаями собак. И в Ноябрьске полно живности. Она отчаянно плодится и не обращает никакого внимания на лютые морозы. Была бы густая шерсть, ну а еды полно в мусорках. Приехал в очередной ямальский маленький городишко и не поверил своим глазам. Что это за здание? Почему оно такое красивое? Это его перенесли из Лас-Вегаса? Это какое-то супер казино? Вы поглядите сами. Что это такое? Что это такое? Здесь и красная ковровая дорожка, здесь и иллюминация, и лифт, наверное, есть. И что это такое, как вы думаете? Это городская администрация. Обхожу это потрясающе яркое здание, и вот она, прямо напротив него стоит покосившаяся деревяшка. Мне кажется, этот балкон скоро съедет на первый этаж. Давайте зайдем внутрь и спросим у местных жителей, как они относятся к такому показному тыканью в глаза роскошью слуг народа. Не удивлюсь, если в этом здании есть своя сауна. Да. Здрасте. Как вы относитесь к тому, что вот здесь рядом с вами выросло такое роскошное здание, а вы живете в такой покосившейся деревяшке? Ну, большое здание администрации района. Вы считаете? А здесь такая старая халупа стоит. Вы считаете это нормально? Нет, конечно. Вы голосовали за этих людей, которые там сидят? Нет, не голосовала. А почему они там сидят? Да я почему знаю, что они там сидят. Я ж человек маленький. У нас живет 7 человек, у меня ребенок инвалид. Вот. И в этой халупе, в двухкомнатной комнате живем. И как бы и никому до вас нет дела, получается? Ну, нету дела никому до нас. Нету. Чувствуете просто тотальную безнадегу в глазах, в словах этой женщины? Я человек маленький, ну построили у нас Думу, ну съезжает у меня балкон. Ну а что я могу сделать? Ничего не могу сделать, я ничего не решаю. И самое ужасное, что так думает
большинство граждан нашей многострадальной страны. Мне жалко. Я надеюсь, что вы так не думаете, что вы сами берете свою жизнь в свои руки и решаете, как, где и с кем вам жить. Теперь вы знаете, что статистика официальная нас, мягко говоря, обманывает. Но на Ямал ехать надо не так, как мы ехали, не за бытовухой, не за социалкой, а за потрясающей арктической романтикой, за природой, за тундрой, за оленями. Друзья, мы это не отсняли, но можем отснять. Нужна только ваша обратная связь. Мы хотим, чтобы вы в комментариях написали, в какой город нам с Настюхой стоит приехать и что там поснимать. Автор комментария с самым большим количеством лайков увидит скоро нас у себя. Пишите, будем рады прочесть все комментарии, и обязательно на канал подпишитесь, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Тогда мы с вами увидим и мир, и Россию вместе. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, ребят, пока. Пока-пока.